Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем экспериментировать с жидким пластиком. Попробуем его использовать в качестве антикоррозийной обработки кузова автомобиля. Жидкий пластик я изготовил примерно год назад. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ссылка сейчас появится в углу экрана. Итак, друзья, мы с вами видим, что за год жидкий пластик у нас перестал быть жидким. В общем, вернулся в свое обратное состояние, ксилол выпарился, и теперь мы имеем снова твердый пластик. Но в этом нет ничего страшного. Сейчас мы с помощью ксилола сделаем из этого куска пластмассы антикоррозийную обработку кузова автомобиля. Короче говоря, берем ксилол и наливаем примерно 1 к 1 к пластмассу. Итак, мы видим, что реакция пошла. Ксилол начал чернеть в таре для химпроцесса. Пластик начал растворяться. В общем, все идет по плану. Оставлю все это дело в таком виде до полного растворения. Ну и чтобы ускорить процесс, буду изредка перемешивать до однородной массы. Спустя неделю жидкий пластик полностью растворился, стал текучим. Посмотрите, как он симпатично выглядит. В общем, практически можно наносить на кузов автомобиля. Экспериментировать мы будем на вот этом замечательном японском автомобиле. Обрабатывать мы ему будем пороги. Пороги у меня уже обработаны антигравием. Будем обрабатывать жидким пластиком прямо сверху. Кстати, как обработать дедовским способом пороги изнутри, ссылочка сейчас выскочит сверху видео. Кто если не видел, кому интересно, обязательно посмотрите. Весь порог обрабатывать жидким пластиком мы, конечно же, не будем. А для начала обработаем небольшой кусочек для эксперимента. Посмотрим, как он себя поведет. Ну а дальше уже будет видно. Чтобы нам не залезть на лакопокрашенное покрытие соседних деталей, все аккуратненько проклеим бумажным скотчем.
Чтобы пластик у нас прилип как можно лучше к порогу, хорошенько обработаем поверхность ацетоном. Камера стоит вообще неудобно. Знаешь? Пиздец. Ладно, хорош. Пойдет. Ну а теперь с помощью кисточки для акварели нанесем покрытие на металл. И тут ты не обижил, ну ладно, пойдет. Эксперименты. Бумажный скотч оторвать, я думаю, лучше сразу, не дожидаясь высыхания, так как после высыхания можно повредить высохшийся пластик. С другой стороны все аналогично. Бумажный скотч обезжириваем ацетоном. Ну а затем мулюем кисточкой для акварели покрытие из жидкого пластика.
Точно так же отрываем скотч, не дожидаясь высыхания жидкого пластика. Ну и оставляем все это дело сохнуть. В общем, через пару часов посмотрим, что у нас получилось из всей этой затеи. Итак, друзья, прошло 2 часа. На улице погода хорошая, солнце, жара. В общем, ксилол махом весь выпарился, так как еще и покрытие не очень толстое. В общем, смотрите, как красиво все получилось. Ну, немного, конечно, присутствуют подтеки, но очень гладкое, симпатичное полимерное покрытие. С другой стороны, тоже все очень красиво. Но единственное, подтеки не очень смотрятся. Ну, а кисточкой лучше не покрасить, дорогие друзья. Но это все мелочи. Машинёшка не новая. На фоне основного порога там даже этих подтеков и незаметно. Тем более, если пыль, грязь налипнет, и будет все ништяк, дорогие друзья. Я думаю, через пару месяцев заснять еще видос, как все это дело будет выглядеть, как себя поведет вот эта наша антикоррозийка. Ну и посмотрим, обсудим, что да как. Ну а у меня, друзья, на этом все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии, кто что думает по этому поводу. Пишите, где еще можно применять такой замечательный жидкий пластик. Ну, в общем, всем удачи, пока.